Стесняшка? Говорят, с какой целью в Америке? Мы говорим, мы здесь для того, чтобы, роды, рожаем. Each year, more and more women are traveling from around the world to give birth in the U.S. Он говорит, вот вы все сюда приехали, вот вы все рожаете здесь, а потом нам негде будет работать, вы занимаете наши рабочие места. Это сказал офицер полиции. There might be up to 40,000 people a year who are engaging in what might be described as birth tourism. 27-year-old Svetlana came to Miami to give birth to her son because any child born here receives American citizenship, regardless of the parent's nationality. Мы приложили по нашим возможностям максимальные усилия, чтобы у него был паспорт, чтобы он был человеком мира. Like Svetlana, Ksenia came to Miami to give birth to her child. Это один из тех подарков, которые могут сделать родители своему ребенку, и мы хотели тоже для нашего ребенка сделать то же самое. For Ksenia and thousands of other birth tourists, a U.S. birth certificate means citizenship, a passport, and the ability for their children to live and be educated in what they consider the best country in the world. You just fill the form out basically at the hospital and mail it in to the Register of Births for the state, and then eventually they'll mail you a birth certificate back. It's a very simple system. Born here, U.S. citizen, period. End of discussion. Unlike most people in the world, Americans can travel freely to 174 countries. То есть американское гражданство – это безвизовый въезд почти во все страны мира. Это возможность пользоваться американским образованием, всевозможными американскими льготами. To give birth in the U.S., many foreigners hire intermediaries, like Yuri, to help with legal support, transportation, housing, and translation. Помогаем с жильем, мы помогаем с документами, помогаем с врачом, с переводчиком, встречи в аэропорту. This service costs between $3,000 and $5,000. Increasingly, these services are not hiding underground, but are advertised heavily online. There are also promotional events, such as picnics and parties, that gather large crowds. The number of Russian, Latin American, and Chinese agencies helping foreign women give birth in the U.S. has skyrocketed in recent years. And as the economies of these countries grow, more families can afford to travel to the U.S. to give birth. Как минимум 50 человек в год. У компаний, которые давно работают на этом рынке, у них очень много клиентов. Я думаю, что может быть 300 человек в год у каждой. То есть вполне возможно, что клиент в день приходит. The trend is growing in Russia, despite negative propaganda about Americans. В России сейчас еще один фактор, который это зомбирование на центральных телеканалах о том, что Америка это враги, тут не знаю, чуть ли не русских убивают и просто говорят, что Америка это главный враг. Поэтому немножко, конечно, это тоже ударяет по бизнесу. Находясь в России, это такая немножко безумная идея, кажется, но когда ты начинаешь более углубленно в это посвящаться, то на самом деле кажется, что это все возможно и все реально. Очень понравилось сразу, когда мы приземлились, что здесь все улыбаются. Очень приятная атмосфера, везде все очень чистенько, везде красиво. Many Russians choose to give birth in Miami. Кажется, здесь мне значительно проще ходилось последний 8-9 месяц, нежели у меня дома. Я рада, что у моего ребенка есть возможность дышать свежим морским воздухом, и вместо того, чтобы сейчас уже кутаться в холодном и очень темном Санкт-Петербурге. Many Russian women stay in the U.S. by themselves, while their husbands remain home working. Спасибо моему мужу, что это была возможность для меня провести последние месяцы беременности в действительно хорошем климате. И спасибо опять же ему, что теперь у нашей дочери есть возможность первые месяцы жизни провести здесь же. Most birth tourists believe the U.S. medical system is the best in the world, especially its epidurals. Большинство женщин России рожают по старинке, в муках, в страданиях, в криках и во всем этом ужасе. Я хотела быть точно уверенной, что
во время моих родов боли у меня не будет. Поэтому многие едут как раз-таки по медицинской части. В России лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот. Я думаю, конечно, также можно сказать про любую страну, но, по крайней мере, у меня здесь значительно больше доверия моему доктору в том плане, что я понимаю, что он осознает полностью свою ответственность, в том числе и уголовную, за свои действия, и как бы в таком случае никаких необдуманных шагов предпринимать не будет. The vast majority of these women don't have insurance, and giving birth in the U.S. is expensive. Though Svetlana was trying to save money, she still paid $11,000 in medical bills. But many other women cut costs using Medicaid, though they are not U.S. citizens. Все равно обманывает, говорит, что у нее нет денег, использует эту программу, и получается, что рожает бесплатно, а эти 10-15 тысяч долларов врачу и госпиталю покрывает американское правительство. The issue here is that once the child is born and the person goes back to the home country, the ability of a hospital to collect that money, even if the person was sincere originally, is very limited. Trying to find a person in Beijing or Moscow or, Bolivia is just very hard. So the chance that they'll pay if they don't want to is almost zero. Camerota estimates Medicaid fraud by birth tourists costs the U.S. government up to $400 million per year. While some use taxpayers' dollars, other mothers-to-be contribute to the U.S. economy. Рожать, ты приезжаешь, тратить деньги. В любом случае, госпиталь, врач, он заплатит налоги, да? Америка вся состоит из налогов, и основные доходы – это налоги, да? Мама будет где-то жить, она будет снимать гостиницу, либо снимать жилье, это тоже налоги, она будет ходить кушать в ресторанах, она будет покупать продукты, тоже налоги. Они заинтересованы в этом. Though nobody has the right to turn them away, pregnant foreigners fear border control and prepare thoroughly. Были документы с собой, на все какие полагаются, что мы сами платим, у нас приглашение от доктора, что справки из банка, наша российская недвижимость. Как-то они у меня в руках были, меня их даже не спросили, что я расстроилась, что их не спросили, я так готовила. Многие прям запугивают, что задерживают, не пропускают. Это ерунда. Birth tourism is completely legal, but some critics question whether it is ethical. It turns citizenship, in effect, into something entirely instrumental, entirely for the benefit of that person or their parent. And it does seem to cheapen the very notion of citizenship. Америка самое сильное государство мира, да, пока во всяком случае, да, и она самое богатое государство. Конечно, ребенок с американским паспортом, когда он становится взрослым, ему легче себя реализовать. But this would seem to be an area where the person is not really a true American. Почему нет? Пусть будет у него паспорт, он сам решит, пользоваться им или нет. Ведь это возможно. So it is kind of interesting. It's sort of citizenship in a way without thought or without the consent of the national polity, if you will. But there's nothing against it. There's no law against it.